Давненько мне пишут, что пора бы взяться за эволюцию Шан Цуна, и я подумал, что вообще-то да, пора бы. Совсем скоро выйдет новая часть, где этот персонаж будет доступен в качестве бонуса за предзаказ, и как раз к этому времени я успею рассказать про все его предыдущие появления. У видео будет 3 части. В первой мы поговорим про классическую трилогию, во второй про экранизации 90-х и постклассику, а в третьей уже о современных играх, в том числе про Mortal Kombat 1. Персонаж появляется часто, поэтому рассказ будет продолжительным. Ну погнали! Без преувеличений, Шан Цун один из важнейших персонажей Mortal Kombat. Это первый босс в серии, это боец, находящийся в центре событий постклассики и даже сыгравший очень значительную роль в новой хронологии. Мы знаем его как организатора турнира Mortal Kombat, то есть не создателя, а именно того, кто собирает бойцов и управляет турниром. Но также первые ассоциации, которые появляются, когда слышишь его имя, это способности Шана, перевоплощение в других бойцов и похищение души. Но вообще изначально соавтор серии Джон Тобайас планировал, что этот персонаж будет пить кровь поверженных бойцов, а не похищать их души. А первый вариант имени был Шан Лао, который уже после разделили на Шан Цуна и Кун Лао. Но речь не про современного, а про великого Кун Лао, он упоминается еще в первой части. Правда, тогда его не называли великим, но в сути это особо не меняет. Окей, Шан Цун немного изменился к релизу, если сравнивать с ранним концептом, но он все равно недалеко ушел от своего прототипа, то есть от персонажа Ло Пан из фильма «Большой переполох в маленьком Китае». Джон Тобайас сам признается, что Шан по большей части основан на персонаже из этого фильма, как и Рейден, кстати. Отсюда же история про то, что антагонист пьет кровь, чтобы поддерживать молодость и силу. Ло Пан по сюжету фильма тоже старик, который пьет кровь, молодеет и начинает колдовать злое колдовство. Ну а еще, если посмотреть на ранний дизайн Шана и сравнить с Ло Паном, ну, по-моему, вопросов не остается. Мы с вами уже давно знаем, что одним из важнейших источников вдохновения для Джона были фильмы про боевые искусства, как серьезные, так и фановые, а случай с большим переполохом в маленьком Китае один из самых наглядных. Но был у Шана и более оригинальный вид. Это его внешность из официального комикса, где рассказывалось о временах великого Кун Лао, когда Шан только начинал свой путь. И вот этот костюм в будущем, в 5-й части, появится у персонажа. Спрайты для Шана записали с актера Хо Сун Пака, он же, кстати, играет Лю Кэна в 1-й и 2-й частях. Но в те времена в игре было незаметно, что актер один и тот же, к тому же на него наносили грим, клеили бороду. Что же, Шан Цун был финальным боссом, чьей главной особенностью была возможность превращаться в любого бойца из игры, в том числе и в Гора. Сам по себе он умел только запускать в противника фаерболы, но фактически этот персонаж владел всеми спецприемами в игре. Эти превращения, в дальнейшем морфы, станут одновременно и фишкой персонажа, и проблемой для разработчиков, но об этом в будущем. Пока Шан Цун может загружаться вместе со всеми остальными персонажами и превращаться в них во время боя, чем, наверное, впечатлял подростков того времени. Причем анимация превращения была довольно быстрой, буквально пара кадров, и вот Шан Цун уже использует чужой спецприем. Кстати, после поражения из тела Шана как бы вылетают все души бойцов. Конечно, это условность, ведь Шан Цун не поглощал души этих персонажей. И, кстати, для превращения в другого бойца Шану не нужно перед этим высосать его душу. Это придумали уже в фильме 95-го года. Лично меня в детстве Шан Цун в 1-й части почему-то пугал. То ли из-за вот этой его иконки, то ли из-за музыки, которая звучит во время босс-файта, а может из-за его необычных анимаций, так и не понял. Интересная деталь образа персонажа заключается в том, что у него на поясе висит меч, которым он не пользуется. Как я говорил в других роликах, этот меч должен был использоваться во время фаталити. Шан Цун казнил бы проигравшего бойца, снося его голову. Именно для него рисовалась анимация от летающей головы, и изначально это было единственное добивание в игре. Но во время тестирования авторы поняли, что нужно дать самим игрокам возможность добить противника. Поэтому в итоге фаталити есть у каждого играбельного бойца, а вот у Шан Цуна его нет. Анимацию с отлетающей головой использовали во время выполнения фаталити Джонни Кейджа. А еще, если помните, Шан Цун в 1-й части парил над землей, а не ходил по ней. Из-за этого на него не действовали подсечки и подкат Саб-Зиро. То есть его хёртбокс находился выше, чем у других персонажей. Но один черт, почти все побеждали его напрыжками. В Mortal Kombat 2 Шан Цун вернулся в качестве играбельного персонажа в ростере, но при этом он всегда был одним из 3 финальных противников в классической башне. То есть шли Шан Цун, Кинтаро, а потом и Шао Кан.
В этой игре спрайты бойца записали с актера Филиппа Ана, хотя Хо Сун Пак все еще играл Лю Кена, но так как здесь Шан Цун молодой, то решили взять другого актера. К слову, Филипп вообще-то не актер, он настоящий мастер тэквондо с огромным опытом. Шан Цун в МК2 – его единственная роль. В журнале GamePro номер 58 от мая 1994 года есть интервью с Джоном Тобайасом. Там, в колонке, где он рассказывает о том, как создает персов и рисует их образы, костюмы, рядом есть несколько скетчей с Шаном. Не факт, но скорее всего это наброски Джона, потому что этот журнал регулярно публиковал ранние скетчи. Так вот, во-первых, там сказано, что в МК2 у Шана внешность 19-летнего юноши. Типа вот так он выглядел в ранней молодости. Во-вторых, там есть скетч якобы истинной демонической внешности Шана, прям вот выглядывает с краю. В будущем никакого демонического образа у Шан Цуна не будет, но все же это часть эволюции персонажа. Возможно, когда-то Джон Тобайас допускал мысль о том, чтобы создать Шану истинный облик. Ну, параллель с Шиноком и его демоническим обликом, думаю, без меня проведете. Что же, в игре в плане способностей Шан Цун почти не изменился. Он по-прежнему превращается в других бойцов и пускает фаерболы, от 1 до 3 подряд. Зато во второй части у него появились фаталити, сразу 3. Он мог эффектно похищать душу поверженного противника, оставляя от него лишь иссушенное тело. Мог проникнуть внутрь соперника и разорвать его изнутри. Наверное, здесь надо было подобрать другие слова. Ну и третье, пожалуй, самое сложное фаталити во всей серии – превращение в Кентаро. Сложность заключается не в каком-то сумасшедшем вводе. Используется всего одна кнопка – низкий удар рукой, но вот зажать ее нужно на целых 30 секунд. Причем далеко не факт, что все это время продлится поединок. То есть, если игрок хотел в конце битвы превратиться в Кентаро и снести половину тела противника, тогда нужно было зажимать кнопку в самом начале последнего раунда. Сам Шан Цун в своих спецприемах не использует эту кнопку, но она используется для превращения в Джонни Кейджа, да и у других персов в спецприемах. Например, можно будет превратиться в Саб-Зиро, но нельзя будет использовать заморозку, если мы хотим выполнить это фаталити. В следующих ревизиях второй части время удержания вроде бы сократили до 25 секунд, но не то чтобы это сильно меняло суть. Кстати, это фаталити, а также вышеупомянутое с проникновением в тело противника, добавили в МК-11, точнее их объединили в одно. Также со второй части, выполняя френдшип, Шан Цун создает радугу над собой. Но в то время любое проявление радуги еще не вызывало праведный гнев праведной общественности, поэтому типа радуга и радуга, ничего необычного. Шан Цун вернулся в третьей части Mortal Kombat, и вот именно с этих пор у разработчиков начались небольшие проблемы с ним, сейчас поговорим. Тут костюм персонажа стал более урбанистическим, что ли, относительно прошлых частей, а на лице появились черные татуировки. Смотрите, со стороны сюжета искать объяснение такой детали смысла нет, но максимум можно предположить, что это как бы след от взаимодействия с преисподней. Там же воскрешали Синдел, для этого Шан Цун заключил договор с Шиноком, но это про историю персонажа. На самом же деле наличие татуировок объясняется куда более приземленно. Таким образом попытались скрыть лицо актера, подарившего внешность персонажу. Дело в том, что с него же записали спрайты для Саб-Зиро без маски. Это был Джон Терк. Хотя я еще в детстве заметил, что это один и тот же актер, когда увидел персонажей вместе на Versus экране. Ну и так-то в титрах все указано, чё уж там выпендриваться наблюдательностью. В третьей части Шан Цун получил целый новый спецприем – фаерболы, но из-под земли. Это 3 снаряда, пролетающие почти по всей арене, при этом подкидывающие противника в воздух. Тем не менее, Шан Цун считается довольно слабым бойцом сам по себе. Во-первых, этими фаерболами, осторожно, сенсация, еще нужно попасть, а в случае неудачи наказание гарантировано. Во-вторых, у Шана нет поп-ап комбо, то есть он не может подбросить противника и продолжить жонглирование иначе, только через снаряды. Отсюда небольшой оптимальный урон персонажа. А еще у него есть серия из 4 ударов, из которой игра почему-то регистрирует только 3. По крайней мере так в Ultimate Mortal Kombat. Опять же, местный Шан Цун играет через морфы. Вот если поймать противника вертикальными фаерболами, успеть превратиться в кого-то, например в Смоука, а уже через него продолжить комбить, то это совсем другое дело. Но стоит ли говорить, что такой стиль игры требует долгих тренировок? По крайней мере дольше, чем на том же Смоуке отдельно. Но с другой стороны, как говорят, играя за этого лоу-тир персонажа, не забывайте, что у вас в кармане сразу все топ-тиры. Типа сам по себе Шан Цун в МК3 слабый, но он может превращаться в сильнейших и менять тактику в зависимости от поведения соперника. С морфами Шана всегда было связано много глитчей, еще со времен второй части, и третья с ее будущими ревизиями не стала исключением. Но появилась другая проблема.
Чем больше становился ростер, тем больше спрайтов и анимаций нужно было загружать вместе с Шан Цуном. В оригинальной тройке и в Ultimate проблем с этим не было, ведь цветные ниндзя имеют одну модельку, просто разного цвета. Соответственно, больше 10 бойцов используют всего 3 модельки. Это мужики-ниндзя, девушки-ниндзя и киборги. А вот в Trilogy, куда вернулись все бойцы из прошлых частей, разработчикам пришлось искать компромисс. Сначала проблема была следующей. Превращения Шан Цуна сопровождались довольно долгими загрузками, причем и в одну, и в другую сторону, даже когда Шан возвращал свой облик. Правда, ниндзя загружались быстро, но причину мы уже знаем. С будущими версиями игры авторы нашли способ избавиться от этих загрузок. Когда игрок выбирал Шана, ему предлагали выбрать еще 2 бойцов для превращения, прямо вот в ростере. Только вот если взять кого-то из цветных ниндзя, например, то станут доступны и все остальные цветные ниндзя. Например, берем Шана, вместе с ним Рейна и Кибер Смоука. Таким образом, в арсенале морфов будут все цветные ниндзя и все киборги. Вот такое, на мой взгляд, оптимальное решение. Собственно, по этим причинам Шан Цун никогда не встречается в башнях МК Trilogy как противник, чтобы избежать загрузок. В качестве добивания в третью часть вернулось похищение души, но добавили и новое фаталити – ложе из шипов. Шан Цун призывал шипы из-под земли и бросал на них противника. Судя по всему, этим фаталити вдохновились авторы фильма, ну и в будущем появится что-то подобное у Саб-Зиро. Выполняя анималити, Шан Цун превращался в кобру и пожирал соперника. Пожалуй, тот редкий случай, когда анималити персу подобрали в тему. Но еще у Шана интересный френдшип. Я никогда не понимал, что здесь происходит. Шан превращается в какую-то мелюзгу и куда-то скачет. Оказывается, Шан превращается в рыцаря из игры Joust, аркадный автомат из которой еще в 80-х выпускала компания Midway. А вот эта мелкая фигня — это рыцарь, верхом на каком-то страусе или что-то в этом роде. Ну что, на этом я заканчиваю первую часть эволюции Шан Цуна. Вторую выпущу в августе, а третью уже в сентябре, после релиза МК1. Ну и на всякий случай, если вам нравятся ролики и хотите поддержать канал, то сделать это можно на Бусти всего за 10 рублей в месяц. А за 49 вы получите ранний доступ к роликам, а также в закрытый чат в Телеграме и на сервер в Дискорде. Ссылка под видео, а я не прощаюсь.